Всем привет! Это канал о вязании Азалия Нитин и я Вера. Сегодня я покажу вам, как связать зимнюю салфетку елочки. Обычно ее вяжут из зеленой пряжи, но я выбрала вот такой нежный цвет, как будто перед нами заснеженный лес, и с люрексом, словно снег искрится на солнышке. Я добавила схему салфетки, также она будет выложена в моей группе ВКонтакте. Переходите по ссылке в описании в уголочке экрана, чтобы распечатать ее. 19 ряд. Вяжем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. Сюда же в первую петлю вяжем еще 2 столбика с накидом. Один столбик и второй столбик. Затем вяжем 21 столбик с накидом. 1, 2, провязали 21 столбик и в крайнюю самую петлю, как обычно, вяжем 3 столбика с накидом. Ну вот в саму воздушную петлю за 2 ниточки я ввожу 1, 2 и сюда же 3. Сделали. 19 ряд готов. Вяжем 20 ряд. По схеме смотрим, нам нужно выполнить 7 соединительных столбиков. У нас пошел последний ярус елочки. Итак, 1, 2, 3. Так, сделали 7 соединительных столбиков. Так, пересчитали все. Значит, у нас 7 соединительных столбиков. Вяжем 3 воздушные петли подъема, 20 ряд. Сюда же в эту же петлю 2 столбика с накидом. 1 и второй сюда же. Затем у нас будет 6 столбиков с накидом, потом столбик с бусинкой и снова 6 столбиков с накидом. Итак, начинаем. 6 столбиков. 1, 2, 3. Так, 6 столбиков, все связали. Дальше у нас столбик с бусинкой, делаем накид, бусинка ближе к нам. Вот так вот. Выполняем столбик. Сделали. Снова 6 столбиков с накидом. Так, 1, 2, 3. Так, 6 столбиков связали, вот они. И теперь в следующую петлю мы вяжем 3 столбика с накидом из одной петли. Итак, поехали. 1, сюда же второй и сюда же 3. Сделали. 20 ряд готов. Вяжем 21. 3 столбика, 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. Вяжем еще 2 столбика с накидом в первую петлю. 1 и второй. Теперь у нас будет 17 столбиков с накидом.
И в последнюю петлю мы также выполним 3 столбика из одной петли. Итак, вот они, 17 столбиков. Начинаем. 1, 2. Так, все, 17 столбиков сделали. И в крайнюю вот воздушную петлю мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Все, 21 ряд готов. Двадцать второй ряд. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и сюда же в первую петлю еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Затем у нас будет 3 столбика, столбик с бусиной, 13 столбиков, столбик с бусиной, еще 3 столбика. Итак, 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь столбик с бусиной. Пододвигаем бусину, делаем накид, бусинка к нам ближе. Выполняем столбик. Теперь вяжем 13 столбиков с накидом. Итак, первый. Уехала немножко, прошу прощения. Ну, тут уже понятен принцип, ничего страшного, что съехала. Так, 2 связали. Три. Итак, 13 связали столбиков. Теперь вяжем столбик с бусинкой. Ну, они все провязываются одинаково. Просто, чтобы не сбиться, показываю все. Выполняем столбик. Теперь у нас еще 3 столбика осталось. 1, 2 и 3. И мы подобрались к крайней самой воздушной петле. Выполняем в нее 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Все, 22 ряд закончен. Сейчас будем вязать 23 ряд. Вот такая же получается у нас елочка. Уже очень красиво все. Очень нежно выглядит. Итак, начинаем 24 ряд. Выполняем 23 ряд. 23. 3 воздушные петли подъема. Сюда же в первую петлю вяжем 2 столбика. 1 и 2. Бусинки уже подъехали. Так, вяжем здесь до конца ряда 25 столбиков с накидом. И, как обычно, в последнюю петлю 3 столбика из одной петли. Все, 25 столбиков я провязала. Ну и в последнюю петлю вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. 23 ряд закончен. Сейчас будем вязать последний ряд елочки, 24 ряд. Для этого мы разворачиваем вязание и вяжем 14 соединительных столбиков.
нам нужно подойти к серединке елочки, чтобы связать вот этот кусочек ствола. Итак, 14 столбиков. Так, это уже 2. Опять уехала. 3. 4. Итак, связали 14 соединительных столбика. Теперь вяжем 3 воздушные петли подъема. И в эту же петлю, откуда были 3 воздушные петли подъема, вяжем столбик с накидом 1. Дальше вяжем 3 столбика с накидом. Один, в следующую петлю 2 и в следующую петлю 3. А в следующую петлю мы вяжем 2 столбика с накидом. 1 столбик и сюда же 2 столбик. Все, готово. 24 ряд закончен. Теперь можно обрезать ниточку и начать следующую елочку. Вот такая елочка готова. Очень красиво, по-новогоднему. Все, вытягиваем вот так вот петлю, обрезаем нить. Ну и вот так вот в эту большую петлю протягиваем ниточку. Все, потом этот хвостик надо будет заправить. Ну, я это сделала крючком. Все, теперь начинаем вот сюда вот подсоединять нить, чтобы вязать вторую елочку. Так, берем нить, делаем первую петлю. Дальше вот в эту воздушную петлю, в серединку арочки, вводим крючок и делаем вот так вот соединительный столбик с этой первой петлей. Затем 3 воздушные петли подъема. Сюда же вот в эту вот первую петлю нам нужно связать еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Это у нас был 8 ряд, такой коротенький. Вершинка елочки. И вот так мы вяжем, пока не дойдем до 11 ряда, где на схеме стрелочка, и мы будем соединять эту елочку со второй елочкой. Вот я связала полностью 11 ряд. И сейчас начало 12 ряда. Я повернула вязание. И теперь нам выполнить нужно соединение с первой елочкой. Вот у нас вершинка. Я делаю так, ввожу крючок сначала вот в эту петлю предыдущей елочки, затем в рабочую петлю, делаю такой накид и провязываю эти обе петли вместе. Все, у нас выполнено соединение. Теперь нам нужно связать 12 ряд, 6 соединительных столбиков. 1, 2, ну и должно быть 6 этих столбиков. Ну, дальше вяжем все точно так же. И будем подсоединять уже в 15 ряду, после 15 ряда, второе соединение будем делать. Ну вот 6 я связала соединительных столбиков. И вяжем уже 12 ряд. И вот в этой вершинке, в конце 15 ряда, нужно будет снова выполнять соединение. Вот я уже выполнила это соединение. Посмотрите, что у меня получается. Осталось еще в 2 точках выполнить. Делайте все аналогично, как я показала. Все, я связала все елочки, все 12.
заправила уже все хвостики. Вот у меня одна петля осталась. Обратите внимание, что 12-ю елочку нужно будет соединять с двух сторон, вот в этих точках, с первой елочкой и с предыдущей 11-й. То есть вот смотрите по схеме. Вот мы начинаем вязать 11 ряд, когда мы делаем 3 воздушные петли. Вот в начале 11 ряда 3 воздушные петли. Потом поворачиваем вязание и соединяем сразу же с елочкой предыдущей. Вяжем ряд до конца, разворачиваем и соединяем с предыдущей елочкой тоже. Таким образом, с двумя елочками последняя елочка соединена. И вот так вот у меня красиво получилось, очень праздничный вид. Такие вот елочки. Бисер можно взять другого цвета, наверное, более контрастный. А сейчас нам нужно сделать обвязку из 4 рядов. Вот мы в этой точке. И нужно сделать 4 ряда. Начнем с 25-го. Итак, 25 ряд будем сейчас вязать. Пенечек вот этот мы сделали. И нам нужно оказаться над средним столбиком. Вот. Ну, чтобы не обрезать нить, мы опять подберемся соединительными столбиками. Развернем вязание. И сделаем несколько соединительных столбиков. Ну, вот над первой петлей. Первый столбик, затем второй, затем третий. Ну что, еще один нужен. Раз, два, три. Да, еще один столбик. Все, вот мы оказались в серединке пенечка этого. Теперь 3 воздушные петли подъема и разворачиваем обратно на лицевую сторону. Вот мы в серединке. Сюда же сделаем еще один столбик с накидом. Такая вот галочка у нас получилась. Теперь делаем 3 воздушные петли. И в самый крайний вот сюда вот петлю выполняем столбик без накида. Дальше 7 воздушных петель. 5, 6, 7. И пропускаем внизу 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот над 6-м столбиком мы делаем столбик с накидом. Все, сделали. Снова 7 воздушных петель. 5, 6, 7. И вот вместо соединения этих елочек мы в сам вот этот соединительный столбик должны связать 2 столбика с накидом из одной петли. Снова такая галочка у нас на схеме. 1 столбик и сюда же второй столбик. Вот она, галочка, получилась. Теперь снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь отсчитываем 7 столбиков. Над 8-м делаем столбик с накидом. 3, 4, 5, 6, 7. И вот над 8-м мы вводим крючок и выполняем столбик с накидом. Сделали. А здесь 5 должно быть. 3, 4, 5. Вот до пенечка этого 5 столбиков. Теперь снова 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь в крайнюю вот эту воздушную петлю, третью, ну, от низа, третью, выполняем столбик без накида. Вот так. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 3.
И вот над центральным столбиком мы выполняем 2 столбика с накидом, галочку такую, точно так же, как и было в начале ряда. Все это у нас получился такой раппорт. Вот она, центральный столбик, центральная петля, 1 столбик с накидом и сюда же 2. Все, дальше все повторяется до конца ряда. 3 воздушные петли сейчас будем вязать, столбик без накида и так далее. Заканчиваем 25 ряд, 3 воздушные петли. И вот в эту 3-ю воздушную петельку вяжем соединительный столбик. Так, провязали. Дальше 3 воздушные петли подъема, пошел 26 ряд. Затем еще раз затем 3 воздушные петли будут формировать арочку. И вот над 2 столбиком из галочки мы делаем 2 столбика с накидом вот в эту одну петлю. Вот эта петля. Так, аккуратненько вводим крючок и выполняем сначала 1 столбик и сюда же 2 столбик с накидом. То есть из одной галочки у нас будет выходить 2 галочки. Так, связали. Вот они, 2 столбика. Идем дальше. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в середину вот этой вот арки, этой 7 воздушных петель, мы выполняем 2 столбика с накидом. Ну вот именно под цепочку. Не в саму петлю, а под нее прямо. Рядом эти 2 столбика. Не галочка, а просто рядом. На схеме, если посмотреть. Все, теперь снова 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. И в следующую вот эту вот арку опять 7 воздушных петель, где в серединку, под низ этой цепочки вяжем 2 столбика с накидом рядом. Вот так. Сделали. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь вот у нас будет из одной галочки, вот она галочка, будет выходить 2 галочки. Итак, над первым столбиком вяжем 2 столбика из одной петли. 1 и 2. Дальше вяжем 3 воздушные петли. У нас между галочками будет 1, 2, 3. И над вторым столбиком мы вяжем из одной петли тоже 2 столбика. 1 и 2. Связали. Теперь 3 воздушные петли. Опять у нас вот эти 2 цепочки по 7 петель. В серединку делаем 2 столбика с накидом вот этой цепочки. Потом 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. И в серединку этой цепочки снова делаем 2 столбика с накидом. 1 и рядышком 2. Все. Теперь 3 воздушные петли подъема. И вот мы подошли. Да, вот у нас галочка. Над первым столбиком мы делаем 2 столбика из одной петли, 1 и 2. Затем 3 воздушные петли. И над вторым столбиком этой галочки мы вяжем 2 столбика также. 1 и 2. Готово. Это мы были как раз на середине елочки, над пенечком этим. Теперь делаем 3 воздушные петли и продолжаем все до конца ряда. Это то же самое. Вот серединка елочки предыдущей. И вот это вот надо сделать до конца ряда.
повторяем самостоятельно. Заканчиваем ряд. 3 воздушные петли. И рядом вот с этими 3 петлями подъема, в эту же петлю, откуда они выходят, выполняем столбик с накидом. Ну, вот надо ухитриться, там маленькая плотная петелька, нужно туда выполнить столбик. Так, сделали. И теперь вот в 3-ю воздушную петлю этой цепочки подъема нужно выполнить соединительный столбик. Фокус опять теряется. Не буду больше пряжу с люрексом брать для показа. Все время фокус теряется. Все, соединили. Вот у нас с галочки выходят 2 галочки. Пошел 27 ряд. Нам нужно оказаться в этой арке из 3 петель, поэтому мы делаем 2 соединительных столбика. Ну, вот за 2 петельки я делаю в сами воздушные петли, не под цепочку без петель, а именно в сами эти петельки воздушные. Один сделала соединительный столбик и второй сделала. Все. Теперь у нас 3 воздушные петли подъема. Теперь 3 воздушные петли для арки. И вот в саму арку уже мы делаем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Сделали. Теперь 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот в эту центральную как раз цепочку с 7 воздушных петель мы вяжем вот в ее серединку 2 столбика с накидом. Связали. Теперь снова 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. И теперь вот в эту маленькую арочку между галочками мы вяжем 3 столбика с накидом. Так, еще раз. 1, 2, 3. Теперь вяжем 3 воздушные петли и сюда же в эту арку вторые 3 столбика. 1, 2 и 3. И такой элемент у нас. Снова 7 воздушных петель. 5, 6, 7. Снова под цепочку с 7 воздушных петель прямо в серединку вяжем 2 столбика с накидом. 1 и 2. Дальше 7 воздушных петель опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сделали. И снова в эту маленькую арочку мы вяжем сначала 3 столбика, потом 3 воздушные петли и снова 3 столбика. Так, 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот такой вот у нас элемент. Ну и повторяем все точно так же до конца ряда. Так, подходим к концу ряда. Связали 7 воздушных петель. И вот в эту же петлю, откуда выходили у нас в арку, в эту же, откуда выходили 3 воздушные петли подъема, мы вяжем еще 2 столбика с накидом. Так, 1 и сюда же второй.
И вот к третьей воздушной петле вяжем соединительный столбик. Вот так подсоединили. Все, ряд закончен. Теперь нам надо провязать соединительный столбик, чтобы оказаться вот в арке в этой. Сделали. Теперь 3 воздушные петли подъема, пошел 28 ряд. Сюда же рядышком 2 столбика с накидом. 1 и 2. Теперь вместо 3 воздушных петель бусинка. Ну, я это делаю так, все равно 3 петли, просто во второй петле бусинка будет. Одну связали воздушную петлю, пододвигаем бусинку плотно к рабочей петле, вяжем 2 воздушную петлю и 3 воздушную петлю. И теперь в эту же арку выполняем вторые 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот такая вот у нас штучка получилась с бусинкой. Ну, может быть, можно было просто бусину вставить без 3 воздушных петель, но мне так захотелось. Теперь 7 воздушных петель. И у нас интересный будет элемент. Вяжем столбик с 2 накидами не до конца, рядом с краем вот этой цепочки с 7 воздушных петель, вот ближе к этим 2 столбикам. Не до конца у нас осталось 2 петли на крючке. Пододвигаем бусину вплотную. Делаем 2 накида. 1, 2. И сразу же после этих 2 столбиков под цепочку с 7 воздушных петель вяжем опять 2 столбика с 2 накидами. И все 3 петли вместе. У меня, конечно, пропал фокус, получилось не видно. Но я еще покажу. Смотрите, бусинка здесь уже внутри была. 7 воздушных петель. Давайте все это еще раз посмотрим. В эту арочку с 3 воздушных петель вяжем сначала 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь вяжем так. 1 воздушную петлю, пододвигаем бусинку вплотную к рабочей петле. Вот так. Вяжем воздушную петлю и 2 воздушную петлю. И в эту же арку вторые 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Связали. Вот что получается. Теперь 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять вот этот элемент из 2 столбиков с 2 накидами. 2 накида сделали. И вот здесь вот, не доходя чуть-чуть 2 столбиков вот этих, выполняем не до конца. Вот 2 петли у нас осталось. Пододвигаем бусинку, делаем 2 накида. Сразу после этих 2 столбиков предыдущего ряда вводим крючок и вяжем уже все до конца. Вот 3 петли, а у нас последние провязываем вместе. Бусинка получилась внутри. Теперь 7 воздушных петель опять. 5, 6, 7. Накид. Делаем в арочку в маленькую 3 столбика. 1, 2, 3. И вот мы оказались как раз в середине пенечка. И все повторяем до конца ряда. Заканчиваем ряд. 7 воздушных петель сделали. И делаем соединительный столбик вот в 3 воздушную петлю подъема. Так. И теперь можно обрезать ниточку. Вот так затягиваем. Все обрежем, заправим кончики уже самостоятельно. Такая вот обвязка из 4 рядов получилась. Она придает салфетке законченный вид. На этом наша работа завершена. Ставьте лайки, кому понравилось это видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.
Я все читаю, рада каждому подписчику. Я желаю всем творческих успехов. Спасибо, что были со мной, досмотрели это видео до конца. И до встречи в моих следующих видеороликах.